может показаться конспирологическим, но с вами, как специалистом по геополитике, я не могу его не обсудить. Неуместно ли в данном случае говорить о грандиозной инсценировке, что вот этот результат референдума, он и задумывался? Если вспомнить с самого начала, как действовал и Фарадж, бывший консерватор, и как распределились роли между друзьями, консерватором Кэмероном и консерватором Джонсоном. Я думаю, здесь простой вариант. Европейцы не хотят быть в колхозе. Они критиковали советскую систему, как большой политический колхоз, а им навязали еще хуже. Все решает Брюссель, квоты дает Брюссель, демократия по-брюссельски. Главным допингом здесь явилось, конечно, мигранты. Европа устала от азиатов, прут со всех сторон. Заполонили всю Европу. Европа уже не для европейцев, а для азиатов. Я бывал в Лондоне, там кругом индусы и пакистанцы. Я не видел жителей Британии, коренных жителей. Поэтому это главное. Все остальное уже дальше. Если убрать всех мигрантов из Европы, они могли бы оставаться в рамках Евросоюза, но в принципе им это невыгодно. Они хотят свою валюту. Франк, там, лира, марка. Они хотят сами решать, кому визы давать, кому не давать. Поэтому это нормально. Они хотят иметь национальные государства, говорить на своем языке и все решать в своих столицах. Поэтому развал Евросоюза, он закономерный. То же самое и НАТО рухнет, и Шенгена не будет, Владимир и будут Вольфович, снова национальные валюты. Поэтому сегодня праздник. Вы считаете, что запустился некий процесс и далее, как цепная реакция, вы сказали о развале Евросоюза. Хорошо, кто следующий стоит в очереди? Да. Франция, Германия, Италия. А потом просто все, автоматически его не будет. Автоматом все малые страны заявят о выходе и все. Это вот главные три страны. Британия вышла, теперь Франция, Германия Владимир и Вольфович, Италия. Они неужели обязательно тоже выйдут. вот Там давно эти настроения. Весь этот процесс, который вы описываете сейчас, да, о котором мы говорим, ну, вот последние, наверное, 1,5-2 года, это случайное стечение обстоятельств. Может быть, все-таки есть какой-то автор? Нет. Закономерный процесс. Создаются союзы и распадаются. Создаются империи и распадаются. Как с империями, да. Дух народа, люди, проблема личности, личность. Они сами воспитали личность, гражданин, как гражданин Европы. Лет 30 назад у них была организация в Швейцарии, называлась «Les citoyens du monde», граждане мира. То есть у них тенденция к тому, чтобы не было этих союзов, поэтому это закономерно. Никто не должен вмешиваться в жизнь национальных государств и решать вопросы, как кому что делать, какое варенье варить, какие квоты на мигрантов, кому направлять. Это чудовищно. То, что творит Брюссель. Поэтому это общий протест, и обязательно он исчезнет, Евросоюз. Поэтому сегодня сколько вы рады тому, времени что на Европа этот процесс? получает свободу. 5 лет, 5 не лет. больше. Через 5 лет вы слово Евросоюз и Евро, и Шенген забудете. Спасибо. На прямой связи со студией был лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который подчеркнул, что англичане выступили против колхоза.